Здравствуйте, с вами Анастасия на канале Еда на любой вкус. На этот раз будем готовить пирожки. Поделюсь рецептом универсального воздушного теста, которое можно и жарить, и запекать. Но после остывания оно сохраняет свой вкус, что немаловажно. Кстати, начинка может быть любая. Но обо всем по порядку. Давайте начнем. А начну, пожалуй, с начинки. Морковь нарезаем произвольно. Много моркови не следует добавлять, иначе начинка будет сладить. Следом крупно нарезаем репчатый лук. Такой порции начинки хватает на 3-4 порции пирожков. Но ингредиенты для одной я указала под видео. Часть использую, остальное заморожу. Также нам понадобится куриная печень, я ее уже подготовила, помыла, обрезала все лишнее и нарезала на кусочки. Теперь разогреваем растительное масло, можно использовать жаровню или сковороду, но желательно с высокими бортами. В масле немного обжариваем морковь. Поверх моркови кладем часть печени. Даем ей немного схватиться снизу, она побелеет. Затем можно смешать. И выкладываем вторую часть. Еще немножко подождем и снова все смешаем. Когда вся печень побелеет, по вкусу солим, перчим. Сверху высыпаем лук, накрываем все крышкой. Убавляем нагрев на минимальный и таким образом готовим примерно 10 минут. За это время лук даст сок. Перемешиваем и будем тушить до готовности. Примерно это займет еще 20 минут. Можно заняться тестом. Столовую ложку муки из общего количества, сухие дрожжи 2 чайных ложки и 2 чайных ложки сахара смешиваем. Добавим теплое, заранее подогретое молоко, также из общего количества. Перемешаем, чтобы получить консистенцию сметаны. Накрываем опару и дадим постоять 10-15 минут в тепле. А тем временем печень уже готова. Необходимо ее остудить до теплого состояния. Быстрее, конечно, это будет, если разложить ее на большое блюдо не толстым слоем. А водичку, которая образовалась при тушении, мы не выливаем. Она нам пригодится чуть позже. Опара успела подойти. Ее можно хорошо перемешать. В большую миску высыпаем пол чайной ложки соли. Разбиваем сюда же яйцо, добавляем 100 граммов сметаны, использую жирностью 15%, 50 мл растительного масла без запаха. Все смешиваем. Ингредиенты разбавляем оставшимся теплым молоком. Всего нужно было 250 мл, из которых 3 столовых ложки я забрала для опары. Добавляем густую опару, жидкие ингредиенты, немного размешиваем. Будут оставаться комочки, не страшно, они позже разойдутся. И можно постепенно всыпать муку, замешивая тесто. Сначала лопаткой, так удобнее, а когда оно становится гуще, то и можно руками. Вмесили муку, тесто еще липнет. Подсыпайте тогда еще немного. Самое главное — это не забить тесто мукой. В итоге мы должны получить мягкое, не липкое или слегка липкое тесто, которое обязательно должно держать форму, не растекаться. Миску смазываем растительным маслом, кладем туда тесто и даем вырасти, поставив в тепло на 40-60 минут. Пока оно будет расти, займемся дальше начинкой. Перемалываем слегка теплую печенку через мясорубку.
И вот теперь нам понадобится та самая водичка. Добавляем ее для сочности, перемешиваем. Можно попробовать на соль и откорректировать по вкусу. Вместо водички также можно добавить кусочек сливочного масла. Тем временем тесто у нас хорошо подросло. Немного присыпаем его сверху мукой, обязательно обминаем. И дальше разделим на кусочки. Буду делать небольшие, поэтому разделю каждый кусочек примерно чуть больше 40 грамм по весу. Вышло 25 штук. Кусочки теста обминаем, образуя шарики. Слегка подсыпаем муку, чтобы тесто не прилипало. Накрываем и начинаем лепить пирожки с самого первого кусочка. Тесто раскатываем толщиной около 3 мм. Кладем чуть меньше столовой ложки начинки и тщательно защипываем. Кстати, много начинки не следует класть. При приготовлении тесто может порваться. Поэтому не перестарайтесь. Часть пирожков кладу на противень. Их буду запекать в духовке. Перед выпечкой их необходимо накрыть на 5-10 минут, чтобы они поднялись. Но остальные пирожки пожарю. Им также необходимо дать время перед жаркой. Оставляем тоже на 5-10 минут. Пирожки духовые смазываем желтком с небольшим количеством молока. Делаем это очень аккуратно, так как пирожки уже подросли. Выпекаем в разогретой духовке 20 минут. Температура 200 градусов. Ну а чтобы проверить масло для жарки, опускаем кусочек теста. Если он начинает пениться и всплывать, то можно жарить пирожки. Кладем пирожки в разогретое масло. Стараемся сразу же их быстро перевернуть, так как тесто может образовывать крупные пузыри. И жарим пирожки, периодически переворачивая, на нагреве чуть ниже среднего до золотистого цвета. Выкладываем их на бумажные полотенца. Вот они какие красивые. И к этому времени в духовке уже тоже испеклись. Тоже поднялись, румяные. Давайте же скорее посмотрим, что у нас получилось внутри. Это жареные. Тесто получилось мягким. Пока еще хрустящее. Очень вкусно. А в духовке ничуть не хуже. Тесто тоже воздушное и мягкое. Какие пирожки выбираете вы? Напишите в комментариях. Ставьте нравится и обязательно делитесь видео с друзьями. Это лучшая благодарность от вас. Жду комментарии. На этом сегодня все. Пока.